Всем привет, уважаемые подписчики, друзья, враги и просто случайно напоровшиеся на это видео зрители. Меня зовут Олег Кашинцев, я все тот же майор в отставке, диссидент и, разумеется, враг государства путинского. Как же без этого? В последнее время в России растет количество задержанных за госизмену, диверсии и теракты. Главная служба путинского гестапо, ФСБ, почти каждый день отчитывается о таких задержаниях. В основном все эти преступления, в кавычках, пресекаются на стадии приготовления, то есть не доводятся до конца. Неужели путинские спецслужбы и силовые органы настолько повысили свой профессионализм и развили интеллект, что научились выявлять и пресекать такие резонансные и особо тяжкие преступления задолго до их совершения? Сразу вспоминается фильм «Особое мнение» с Томом Крузом. Помните такой? Но нет, это не так. Нет никаких сверхспособностей и нет роста профессионализма. Все гораздо проще и ужасней. Сегодня в этом видео я хочу рассказать о провокациях, которые устраивают ФСБшники или сотрудники МВД в погоне за палками по экстремистским статьям о госизмене или о терактах. Уж очень много явно сфабрикованных и организованных, на мой взгляд, самими же гестаповцами уголовных дел мы видим в последнее время. Также я расскажу, как не стать жертвой таких провокаций, как этого избежать. Ну а у вас, я как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и подписаться на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. Итак, поехали! С начала полномасштабной войны, агрессии России против Украины, в России были внесены изменения в уголовное законодательство. Это введение нового уголовного наказания за различные действия, начиная от призывов к введению санкций и распространения так называемых фейков об армии до действий против так называемых интересов государства и диверсионной деятельности. Основное внимание сейчас уделю делам, связанным с так называемой диверсионной деятельностью и с так называемыми действиями против интересов государства. Что касается диверсионной деятельности. В Уголовный кодекс в декабре 2022 года были внесены аж 3 новых статьи. Это статья 281.1 «Содействие диверсионной деятельности» и статья 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и статья 281.3 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Максимальное наказание по всем этим статьям вплоть до пожизненного заключения. Что же касается действий против так называемых интересов государства, то в июле 2022 года в Уголовный кодекс также были введены новые виды преступлений. Это тайное сотрудничество с иностранным государством, направленное против безопасности Российской Федерации. Это участие в вооруженном конфликте в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Это передача противнику сведений, которые могут быть использованы против Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства. Также это неоднократная пропаганда или публичное демонстрирование запрещенной символики. Это нарушение требований по защите гостайны, осуществление деятельности нежелательной на территории Российской Федерации организации не только внутри страны, но и за рубежом. В УК в связи с этим появились статьи. Это 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. Это также статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Максимальное наказание по этой статье до 7 лет лишения свободы. Статья 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны», максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Также были внесены дополнения в статью 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам все той же Российской Федерации». В общем, в данной статье появилась часть 3 следующего содержания: участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте,
военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам все той же Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы. Были внесены изменения в статью 276 «Шпионаж», в которой появилось наказание еще и за передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В общем, уголовное законодательство претерпело серьезные изменения в сторону ужесточения репрессий. Я привел часть тех статей, которые в последнее время берут на вооружение ФСБшники и прочие сотрудники путинского гестапо, когда занимаются очевидными провокациями. Еще к подобным статьям можно отнести также статью 205, это террористический акт до пожизненного заключения, и статью 205.2, это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма до 7 лет лишения свободы. Как мы видим, все эти преступления подпадают под категорию тяжких и особо тяжких. А если брать, например, те, что связаны со шпионажем или с госизменой, то, как правило, такие преступления являются еще и очень резонансными. Чтобы было немного понятнее, напомню вам немного о палочной системе. Палочная система, если кратко, устроена таким образом, что она стремится снизить количество темных, то есть нераскрытых, и повысить количество светлых, то есть раскрытых преступлений. Это такая колея, по которой едут правоохранительные органы России на протяжении уже очень длительного периода времени и никак не могут с нее сойти. Тяжкие и особо тяжкие преступления, если они светлые, в силовой системе всегда были на вес золота. И ценятся они весьма высоко начальством любых сортов и разных аппетитов. Отчеты о раскрытии таких преступлений не только повышают удельный вес раскрытых преступлений, улучшают статистику, но и дают возможность отличившимся силовикам стремительно взлететь по карьерной лестнице. В погоне за такими раскрытиями, как вижу это я, сотрудники силовых структур, так сказать, натягивают такие преступления. На мой взгляд, преступления, связанные с диверсионной, террористической, если мы говорим о подготовке к терактам, например, и антигосударственной деятельностью, входят в категорию наиболее простой для так называемого натягивания. Что я имею в виду под словом «натягивание»? Если по-простому, то это когда действия потенциальной жертвы, силовиков, то есть потенциального подозреваемого, то есть объекта их разработки, как бы натягиваются самими силовиками на шаблон, на каркас, на макет преступления. Или иными словами, когда действия, которые не являются преступными, всеми силами стараются представить как преступные. Люди же, которых гестаповцы выбрали в качестве подозреваемых, то есть в качестве своих жертв по таким делам, соответственно, являются наиболее уязвимыми. Почему это так? Любое преступление состоит из объекта, то есть того, на что направлено преступление, объективной стороны, то есть внешнее проявление этого преступления, субъекта, то есть лица, которое совершило преступление, и субъективной стороны, то есть отношение к своему деянию самого субъекта преступления. В совокупности они дают состав преступления, то есть дают возможность квалифицировать определенное деяние как преступное, то есть как преступление. Это и есть своего рода шаблон, каркас или макет преступления. Простота в натягивании на указанную мной выше категорию преступлений, то есть которые связаны с диверсиями или против государственной безопасности, на мой взгляд, связано с тем, что здесь, во-первых, достаточно иметь факт контакта с так называемым противником, в кавычках, например, со спецслужбами или военными другого государства. Во-вторых, достаточно иметь факт приготовления к совершению какого-либо действия. Например, приготовление коктейлей Молотова или переписка с врагом или с так называемыми соучастниками о планах своих действий и так далее. Предпринимать каких-либо активных действий даже не обязательно. Упрощается тут работа силовиками еще и потому, что система считает такие преступления оконченными еще на стадии приготовления. Чтобы срубить жирную, можно сказать, даже наижирнейшую палку, силовикам достаточно найти потенциальную жертву, то есть объект своей так называемой разработки, и
заставить его совершить действия, которые подпадают под шаблон преступления. И для этого совершенно не обязательно, чтобы преступник, в кавычках, довел свое преступление, опять же в кавычках, до конца. Как я уже сказал, есть определенный макет преступления, то есть совокупность некоторых признаков, которые характеризуют каждое конкретное деяние как преступное. Короче, состав преступления. Когда речь идет о провокациях, то именно на такой макет и пытаются натягивать ФСБшники или другие силовики действия людей, своих жертв, чтобы в итоге отчитаться о светлом, то есть о раскрытом тяжком или особо тяжком резонансном преступлении. Что же такое провокация со стороны силовиков? Провокация – это когда сотрудники силовых органов под видом совершенно иных лиц принуждают человека разными способами к действиям, которые в итоге выльются в состав того или иного преступления по версии российских властей и лягут в основу доказательств против самого человека. Иными словами, провокация со стороны силовых структур в путинской России представляет из себя склонение сотрудниками этих структур людей к совершению деяния, которые российские власти считают преступными, то есть склонение к совершению преступления. Для чего сотрудникам силовых органов нужны такие провокации? То есть почему они поступают так? Здесь несколько причин. Две самые основные причины – это палочная система, требующая от силовиков каждый раз повышать количественные показатели раскрываемости и ведущаяся преступная война против Украины. Это как бы два локомотива, тянущие за собой весь состав этой огромной проблемы, состоящей из причин поменьше, среди которых можно выделить следующие. Это запугивание населения в условиях ведущейся преступной войны, чтобы посеять страх, запугать людей огромными сроками, убить любые антивоенные настроения, чтобы народ даже и не думал о поддержке Украины и молчал, когда его государство совершает военные преступления. Это также необходимость показывать свою работу силовикам, опять же в условиях войны, когда вышестоящее руководство или чиновники из высоких органов власти требуют находить и выявлять врагов режима, народа, а также диверсантов, говоря нижестоящим субъектам, губернаторам, руководителям силовых подразделений или органов, что, мол, неужели у вас на территории, у вас на районе нет госизменников и прочих врагов государства? Наверное, вы хуево работаете, раз еще никого не выявили в условиях войны. И механизм поиска или создания врагов государства включается и начинает со скрежетом раскручиваться. Это также желание уже самого исполнителя выслужиться перед руководством, срубить жирную палку, показав тем самым свою значимость, незаменимость, что позволит сотруднику не только шагнуть вверх по карьерной лестнице, дослужиться до пенсии, но и остаться в системе. Ведь многие силовики сейчас действительно боятся покидать свою систему. И это не только потому, что они больше ничего не умеют делать в обычной жизни, но еще и потому, что они опасаются стать мобилизованными и попасть на войну. В системе МВД, а также в системе юстиции сотрудники, то есть сотрудников, я точно знаю, прямо пугают отправкой на войну в качестве мобилизованных в случае увольнения. И здесь уже не важно, как ты оттуда уволишься сам, либо же тебя уволят. Далее я расскажу о том, как ФСБшники устраивают эти самые провокации. Здесь все просто. Обратите внимание, что почти все последние уголовные дела о диверсиях, о терактах, о госизмене или о переходе на сторону противника возбуждаются только из-за подготовки к этим, в кавычках, преступлениям, то есть на стадии подготовки. То есть когда человек только что-то еще якобы планирует. Очень сложно, наверное, силовикам забираться в голову преступнику и узнавать все его преступные мысли и планы. Но они это как-то делают. Нет, здесь все гораздо проще и никакой мистики. Ни в какие головы этим гестаповцам залазить и читать мысли не нужно. Все, как я понимаю, делается проще. Они просто расставляют определенные ловушки, в которые попадаются самые незащищенные, неинформированные и доверчивые люди. И причем именно люди с антивоенной позицией, которые являются сейчас целями для режима и которые искренне желают лучших перемен для России. Далее будут очень важные моменты и советы, знать которые обязательно и просто жизненно необходимо. Это поможет вам, вашим друзьям, знакомым, родственникам не попасть в эти самые ловушки. Итак, ловушки, о которых я говорил, могут быть как минимум 3 видов. Первый вид – это когда сами силовики создают, например, телеграм-каналы, сайты, группы,
В соцсетях, которые маскируются под антивоенные или под официальные каналы, сайты или группы органов другого государства или организаций, сотрудничество с которыми по российским законам является преступлением. Например, русский добровольческий корпус имеет свой официальный сайт и свой официальный телеграм-канал, но под видом их официального канала в Телеграме есть как минимум еще 6 телеграм-каналов с аналогичным названием и логотипом. И почти у каждого такого канала есть ссылка для обратной связи, которая ведет либо на контакт в Телеграме, либо на бот, либо это электронная почта. Как вы уже догадались, все эти клоны были, скорее всего, созданы российскими спецслужбами. Для чего? Неравнодушный человек, набрав в поиске Телеграма название РДК, если не подумает как следует, попадет на такой фальшивый канал. Свяжется через указанный там контакт, заполнит анкету со всеми своими данными, а на обратной стороне, как вы уже поняли, будет сидеть тот самый сотрудник путинского гестапо, ФСБ или Центра Э или прочих ведомств. Так они, во-первых, выявляют потенциальных в кавычках экстремистов, а во-вторых, когда уже делают следующий шаг, получают светлое, тяжкое или особо тяжкое преступление, то есть срубают жирную палку. Какой это следующий шаг? Человека, вступившего в контакт через указанную в липовом канале форму связи, сразу начинают обрабатывать. Ведь на другом конце провода сидит ФСБшник, который дает определенные инструкции. В ходе всей этой разработки для фиксации доказательств гестаповцы делают скриншоты переписки, затем фиксируют на местности какие-либо спровоцированные действия своей жертвы на фото или на видеокамеру. Например, когда жертву просят снять какой-нибудь важный объект. Это мы видели на примере дела с угличской юристкой Вероникой Нетунаевой, которая, по версии путинского гестапо, собиралась взорвать Угличскую ГЭС. Силовики тогда наделали скриншотов подставной переписки с ней в Телеграме, затем вынудили, как я это понимаю, пойти на местность для проведения в кавычках разведки, и все это засняли на видео. Теперь эти материалы легли в основу уголовного дела против нее. Второй вид ловушек – это когда представители спецслужб сами связываются со своими объектами, то есть со своей жертвой. Они налаживают контакт через, например, мессенджеры или через соцсети под благовидным предлогом, представляясь, например, сотрудниками украинских спецслужб или ВСУ. А далее уже начинается процесс обработки и принуждения к действиям, подпадающим под преступные. То есть далее события развиваются так, как я сказал несколько минут назад. Жертве силовиков даются указания и инструкции, выполняя которые она сама лепит себе состав преступления. Третий вид ловушек – это когда спецслужбы сами создают организации, действия которых по российским законам являются противозаконными и в которых они являются лидерами или же активными участниками. Они втягивают в них объектов своих разработок, то есть жертв. Силовики под видом участников организации сами разрабатывают ее устав, различные планы и мероприятия, которые в итоге имеют признаки состава преступления. Например, это обучение стрельбе, обучение приготовлению коктейлей Молотова и прочее. Яркий пример такой ловушки – это дело Нового Величия. Новое Величие – это организация, которую по некоторым данным создали сами сотрудники спецслужб. Они же разработали устав организации, привлекли в нее молодых людей, организовали тренировки со стрельбой и с приготовлением коктейлей Молотова. Как выяснилось, почти половина членов этой организации состояла из сотрудников ФСБ, либо внедренного ими спецаппарата. В итоге все участники этой ФСБшной организации, за исключением, разумеется, самих ФСБшников, получили сроки. Во всех подобных случаях цель провокации – это заставить человека поверить в то, что он общается с представителями другого государства или запрещенной организации и действует по их заданиям во благо. Формально потом это можно будет назвать уже частью субъективной стороны преступления. И перспективы тут совсем нерадужные. Доказать потом, что это в кавычках преступление было организовано сотрудниками ФСБ или Центра Э, и что ты общался не с представителями иностранного государства, будет невозможно. Все мы знаем, как относятся российские суды к доводам защиты по политическим делам, связанным с экстремизмом. Они их просто игнорируют. А показаниям гестаповцев не видят оснований не доверять.
Поэтому доказать где-либо, что вы стали жертвой провокации со стороны российских спецслужб, невозможно. Такие уголовные процессы, как правило, засекречены, и узнать какие-либо подробности не представляется возможным. Далее я расскажу, как избежать подобных провокаций и не стать жертвой путинских силовиков. Из всего сказанного мной можно сделать логичный и несложный вывод, что человек, который становится жертвой провокации путинского гестапо, просто недостаточно информирован. Он недостаточно анализирует поступающую или найденную им информацию. Он не видит очевидного. Так оно на самом деле и есть. Не нужно торопиться, нужно все как следует проанализировать и взвесить. Если вы желаете найти контакты ВСУ, СБУ или каких-либо добровольческих отрядов или корпусов, воюющих на стороне Украины, то ищите их контакты только на официальных сайтах или каналах, ссылки на которые есть, например, на правительственных сайтах. Например, если набрать в Гугле СБУ Украины, то нам сразу выдаст официальный сайт этого ведомства. Как мы понимаем, что это официальный сайт? Смотрим на доменное имя. Оно располагается в зоне gov.ua, то есть на правительственном домене. Получить такое доменное имя частным лицам, а также спецслужбам другого государства невозможно. Домен такого вида предоставляется только правительственным организациям. То есть делаем вывод, что это официальный сайт. Уже на этом сайте есть все необходимые контакты, в том числе и Телеграма. И не пользуйтесь системой поиска в Телеграме. Поиск в мессенджере выдаст вам все подряд, в том числе и каналы ловушки. Самое главное, и это обязательно, никогда не ищите и не заходите на такие сайты без включенного VPN. Лучше используйте еще и Tor. Про перехват спецслужбами интернет-трафика я уже говорил в своих предыдущих видео. Далее, никогда не вступайте в контакты с людьми, которые сами выходят с вами на связь через мессенджеры или через соцсети и предлагают начать борьбу против режима или вступить в какие-нибудь батальоны, корпуса и так далее. В 100% случаев это будут сотрудники ФСБ. И перестаньте уже вестись на мошенников, которые представляются сотрудниками банка и просят вас поджечь военкомат. Военкоматы поджигают не так. Кстати, что касается последних поджогов военкоматов. Дело это, конечно же, благое, но сейчас я говорю не о поджогах, совершенных разумно и осознанно в связи с антивоенной позицией, а о поджогах, совершенных в последнее время по просьбам так называемых мошенников. Абсолютно неразумные поступки. Это явные провокации, но с чьей стороны это провокации, решайте сами. Это больше похоже на какие-то издевательства. Мне сразу вспоминается аналогия, когда под видом службы безопасности банка мошенники разводят россиян, и те переводят им сотни тысяч рублей на их счета. У меня это всегда вызывало удивление. Насколько доверчивыми и наивными нужно быть. Причем на это попадаются не только пожилые, но и молодые, образованные люди. Так вот, с последними поджогами. Здесь я даже комментировать особо ничего не буду. Скажу только, что если россиян так легко можно заставить пойти на поджог под абсолютно комичными и фантастическими предлогами, то не стоит удивляться тому, что огромный процент населения страны беспрекословно верит всему, что говорит им из телевизора пропаганда. Иногда кажется, что это какая-то присущая только россиянам сверхспособность бездумно поглощать все, что на самом деле требует обязательного критического анализа. Видимо, отсутствие критического мышления станет вскоре охраняемой государством важной частью традиционных ценностей, скрепой в России. А пропаганда критического мышления станет преступно наказуемым деянием. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите, кстати, в комментариях, о каких ловушках силовиков, о каких методах провокации вы еще знаете. Так вы поможете подготовиться к ним или избежать этого всего другим людям. Поддержите этот канал, ссылки и реквизиты для этого вы найдете в описании. Ждите новых видеороликов, и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.